I mentioned to you last week that I always use a form when I'm counseling, and I make notes on the form. А на прошлой неделе я вам говорил, что я всегда использую такой листок с определенной структурой, когда я привлекаю. It also is very, very beneficial if at the end of a counseling session you spend 2 or 3 minutes making notes to yourself about how that counseling session went. Тоже очень сильно полезно, если в конце как-то сессии, встречи по попечению провести 2-3 минуты в том, чтобы просто делать себя записки, как это все прошло. Because that will help you be able to keep the counseling moving in a linear manner. Потому что это поможет вам вот просто вести это попечение дальше, линейным образом. So I want to think a little bit about asking closed questions rather than open questions. Хочу сейчас думать о том, что такое закрытые вопросы и открытые вопросы. A closed question is a question that can be answered yes or no. Закрытый вопрос – это такой вопрос, на который можно ответить либо да, либо нет. I think of those as quantitative questions. Я их рассматриваю как количественные вопросы. То есть, They have a place. Есть, они имеют место быть. But it's not nearly as valuable as open-ended questions. Они далеко не так полезны, как открытые вопросы. Open questions are qualitative questions. Открытые вопросы – это качественные And you're вопросы. trying to understand how the counselee thinks about himself, То есть мы пытаемся понять, как душепопекаемый думает о себе, about others. о других. You're trying to help him to open up about himself and his problems. Вы пытаетесь заставить его открыться то есть, в своих проблемах и испытаниях. And you have to be patient with that process. И нужно проявлять терпение в этом процессе. I think of it as kind of drilling down through various layers. Я это рассматриваю как бурение вниз через разные слои. So I want to get to deeper and deeper levels as I engage the counselee. И я хочу добираться до все более глубоких уровней в общении с душепопекаемым. I think it's important to be very alert to the language the counselee uses. За теми словами, которые использует душепопекаемый. So if he uses a particular word to describe his mood or his feelings, I will use that same word. Поэтому если он употребляет определенное слово, чтобы описать свое настроение или свои чувства, то я тоже буду использовать это слово. Because it helps him if you're communicating with his nomenclature. И ему помогает, если вы используете его терминологию, номенклатуру, то есть его терминологию, если вы тоже используете. Some questions you will ask are intensive questions. Некоторые вопросы, которые вы задаете, они интенсивные вопросы. There you're asking a lot about a very little. Там вы задаете, вы спрашиваете многое, а не многом. То есть очень подробный вопрос, требующий вопрос о немногом. So maybe a typical incident, you can ask a lot of questions and try to understand the meaning of that event. Какое-то событие, вы можете задать много вопросов и пытаться понять смысл и значение этого события. Extensive questions involve asking a little about a lot. So it's a very broad area that I'm dealing with. Экстенсивные вопросы – это когда задаешь мало вопросов, во многом. They scan over a broad area of the counselee's life. Они просто, они покрывают, большое пространство жизни. And each of those kinds of questions are profitable, and they have to be used strategically. И каждый тип вопросов, они полезны, и их нужно использовать правильно. Imagine with me that
You're in this building and there are a long hallway and a lot of doors on that hallway. То есть вот представьте, что вы находитесь в здании и находитесь в длинном коридоре, и по обе стороны коридора много дверей. And those doors represent access to information. И эти двери представляют собой доступ к информации. All the information you need is there. А вся информация, которая вам нужна, она там. Sometimes you might open a door, look inside, Иногда вы можете открыть дверь, заглянуть внутрь, and you conclude there's nothing there for me to see, and you close the door and you move on. и вы приходите к выводу, что там нечего не смотреть, закрываешь дверь и идешь дальше. Sometimes you open the door and you think, whoa, there's a lot in this room. Иногда закрываешь дверь и думаешь, вот, ничего себе, здесь в этой комнате очень много. And so I want to go inside and tear that room apart like a forensic team looking for clues. И я хочу вот туда зайти и просто вот все разобрать, как, не знаю, исследовательская как-то команда, которая ищет там улик. Sometimes I might open a door and conclude there's some interesting things to pursue there, but I'll do that later. Иногда открываешь какую-то дверь и там и думаешь, здесь как-то несколько интересных моментов, которые потом стоит как-то обратить внимание, но это потом. There are certain questions that you use for gathering various types of data. И есть разные вопросы, которые употребляются для собирания определенных типов информации. What questions, will yield certain basic information? Вопросы, со словом «что», они дадут базовую информацию, определенную базовую информацию. How might get to the way things are done? То есть слово «как» может докапываться до того, каким образом что-то делается. Maybe the husband says, I've tried talking to her about the children. Может быть, муж говорит, я пытался говорить с ней о детях. And you see this pained expression go across his wife's face. И вы видите, как такое болезненное выражение лица появляется на лице жены. So that alerts you to asking questions about how it is that he talked to the children. И это как раз подсказка, что надо спрашивать о том, каким образом он задавал эти вопросы о детях. Why questions get to issues of motivation? Вопросы со словом «почему» они докапываются до вопросов мотивации. Sometimes I might ask, help me understand. Иногда я задал вопрос «помоги мне понять». Help me understand how telling your husband that you hate him and you wish you never married him in the first place seemed like the thing to say at that point. Помоги мне понять, почему сказать мужу, что ты его ненавидишь, и что лучше бы ты никогда бы не вышла за него замуж, как это могло помочь ситуации в данном случае? How often get you to patterns? Вопрос со словами «как часто» помогает добраться до каких-то повторяющихся тем. Like, for example, a man says, sometimes I look at pornography on the computer. Например, мужчина говорит, иногда я смотрю порнографию в компьютере. But not nearly as often as I used to. Но далеко не так часто, как раньше. Now, what have I learned by this? То есть, что я узнал из этого? Very little. Очень мало. Because I might say, how many times did you look at pornography on the computer yesterday? То есть я могу спросить, как часто ты смотрел порнографию в компьютере вчера? He says, maybe for 2 hours, 2.5 hours. Может быть, в течение 2 часов, 2,5 часов. But that's a lot less than I used to. I used to do it for 5 hours. Но это гораздо меньше, чем раньше. Раньше я вообще аж 5 часов там посмотрел. You have to ask questions to get you specific information. То есть надо задать специфические вопросы, которые
добиваются специфической информации. Sometimes people will be very evasive. А иногда люди очень как, ну, избегают вот I'll этого. say, well, how many times last week did you look at pornography? Я спрошу, ну сколько раз на прошлой неделе вы смотрели порнографию? I'm not sure. Я не уверен. 20 times? 20 раз? 10 times? 10 раз? 5 times? 5 раз? So I'm trying to get him to give me specific information. Я пытаюсь ну, добиться от него вот, специфической информации. When questions often get to the order of events. Вопросы «когда» часто дают нам как-то порядок событий, последовательность событий. And there are a whole range of things to listen for as you ask questions. И тут целый диапазон вещей, на которые надо обратить внимание, когда задаешь вопросы. Sometimes you might get a helpful request that comes out of a question. I'm sorry, request for help. Иногда вот, в ответ на вопрос вы услышите просьбу о помощи. Sometimes family history or family of origin, background details may come up. Иногда вот подробности о семье, о жизненном фоне, о каких-то других моментах, они всплывут. You're always listening for what makes your consulee feel anxious. Всегда надо как-то слушать и как-то пытаться понять, от чего человек, переживает, о чем беспокоится. Or make him feel stressed. Что заставляет его испытывать стресс? Or I want to listen to his self-talk. What are the messages he's telling himself? Или я хочу как-то слушать, как он, что он говорит себе. What does he tell himself about God, about his situation, about others? Что он провозглашает себе о Боге, о своей ситуации, о других людей, людях. Yes, but responses are very important. Да, то есть ответы «да», «но», они очень важные. I want to understand the consulee's interpretation. Underlying assumptions. Я хочу понять толкование допускаемого и его базовых исходных точек. Listen for broad generalities. Вот пытайтесь услышать такие широкие обобщения. She always. Она всегда. Or she never. Или она никогда. Or I have never. Или я никогда не. Or I always. Или я всегда. Those broad generalizations are usually not true. Такие, большие обобщения, они обычно, неправда. And you're listening for the things that are being, for what's being said and also for what's not being said. Вы слушаете, чтобы понять, что говорится и о чем не говорится. You also want to be alert to the emotion with which something is said. И даже надо как-то быть чувствительным к эмоциям, с которыми говорится что-то. Now, would Russian Baptists be familiar with the American Godfather movies? Вы же, русские баптисты, вопрос, русские баптисты в курсе о фильмах, по Крестного Отца, да? Вы сам разумеете? Okay, there's this line where Cordilone's wife asked him about something he's done. Есть такая сцена, где жена Корлеоне задает ему вопрос, о чем-то, что он сделал. And he says to her, "Don't ask me about my business." И он говорит ей, не говори мне о моей работе, о моем бизнесе. Now the content is very straightforward. Тут содержание очень простое. But if you've ever seen that scene in the movie, it is a very uncomfortable scene. Если вы когда-либо в самом фильме увидели эту сцену, сцена очень такая неловкая. Because he says that with emotion and with fire in his eyes. Потому что он говорит эти слова с эмоцией, да, и с огнем в глазах. And his statement is designed to make her feel like I can never ask him a question again.
И вот это учреждение вот как раз вот, ну, направлено на то, чтобы она чувствовала, что никогда больше я не смогу, ну, я не посмею задать ему такой вопрос. And of course, that was his intention. И как раз ну, в этом его цель. He was trying to intimidate her. И он хотел ее запугать. The statement, "Don't ask about my business," is a very simple statement. То есть, ну, такое как-то, ну, такие слова, то есть не спрашивайте о моих делах, да? Очень простое утверждение. The emotion and intensity with which he asked it made her feel afraid. Но эмоции, интенсивность, с которыми он говорил, они заставили ее бояться. Be observant about what I think of as halo data. Будьте чувствительны к тому, что я называю информацией нимбу, ну, ним как-то, ну, Things that are being communicated without words. Вот то, что передается без. I have a husband and wife for counseling. Вот муж с женой, они пришли на душеспасение. And the husband's sitting there like this, and he's looking at me and maintaining eye contact and looking at his wife when she speaks. И муж как-то сидит там и смотрит на меня, когда мы встречаемся глазами, когда мы общаемся, и он еще смотрит на жену, когда она говорит. He's conveying a seriousness and an earnestness in the way that he's seated. Он как-то, тем, как он сидит, он придает определенную как-то серьезность и как-то, да. What if he sits there like this? А если он так сидит? That communicates too, doesn't it? Это тоже что-то говорит. No words, Тут слов нет, but his posture is communicating, I would rather be on the backside of the moon. Его как-то, вот, его положение тела просто говорит о том, что мне бы лучше быть вот так. So you want to notice things like the clothing people wear. Надо вот заметить такие вещи, как люди одеты. What's it like to be with them? Каково быть с ними? What kind of tone of voice do they use when they speak to each other? Какой тон голоса они употребляют, когда они друг с другом разговаривают? What kind of eye contact do they make with me as the counselor? Насколько они встречаются со мной, с душепопечительными глазами. I make it my purpose in counseling always to look at the counselee. У меня такая практика душепопечения, я всегда смотрю на душепопечение. Sometimes the counselee may be very distracted. He's looking out the window. He's uncomfortable with looking at me. Иногда душепопечение как-то он отвлекается, да, он смотрит в окно, ему неудобно смотреть на меня. I'm just going to continue to look at him. Но я буду продолжать When смотреть. he turns his eyes back to me, my eyes are going to be there. И когда он повернет свои глаза обратно на меня, то есть обратить их на меня, то я уже буду смотреть на него. I want him to know I'm attending to what he's saying. Я хочу, чтобы он знал, что я слушаю этого и внимаю тому, что он говорит. Does the person seem angry or restless? Вот кажется ли человек там, гневливым или беспокойным? Are they scattered in their thinking? Может быть, как-то, рассеянное какое-то мышление, может быть. Or can they track with thoughts? Или они хорошо следят за мыслью. Do they seem comfortable with themselves? Им комфортно самим собой, им комфортно в себе как-то чувствуют. You always want to note any expressions of emotion. И всегда надо отмечать любые выражения эмоций. An outburst of anger. Вспышка гнева. Or maybe I ask a wife to describe an argument she had with her husband. Может, я попрошу жену описать ссору, которая была с мужем. And as she describes it, she's crying. И пока описывает, она плачет. Somehow that has triggered a response in her of tears. И как раз моя просьба как-то причинила в нее такую реакцию, слез. I want to notice those things. Я хочу заметить такие вещи. Or there are things I want to avoid in gathering data. Конечно, есть то, чего я хочу избегать, когда я собираю информацию. I don't want to
I call it chasing rabbits. Я не хочу гоняться за кроликами, как я говорю. I used to take my dog for a walk, and we'd be walking along. All of a sudden, he would see a rabbit, and he was gone. Иногда, когда мы гуляли там с собакой, и он, допустим, увидит кролика и убежал. So I want to keep focus. А я хочу оставаться сосредоточенным. I don't want to ask questions that lock my consolee into my categories. Я не хочу задавать такие вопросы, которые заставляют душепопекаемого работать моими категориями. For example, if I say, when you said that, were you angry or were you hurt? То есть, например, я спрашиваю, когда ты это сказал, ты гневался или тебе было больно? That's not a good question. Это неплохой вопрос. Because it locks the consolee into my choices. Потому что как раз это заставляет душепопекаемого ответить, как-то по моим вариантам. There may have been other possible things. Возможно, были другие варианты. You want to avoid making your consolee feel interrogated. То есть надо избегать того, чтобы избегать ощущения допроса у душепопекаемого. You don't want to trap them or coerce them. Не хочется их как-то поймать или заставить их. And you also don't want to accept generic, non-specific responses. Тоже хочется избегать таких вот общих, неспецифических ответов. So I frequently say, I'm not sure what you mean by that. Я часто говорю, я не уверен, что ты имеешь в виду. I'm asking my statement is inviting that consulate to give more explanation of what they meant by what they said. Вот это утверждение как раз просит душепопекаемого дать больше информации о том, что ты только что сказал. It's also important not to have untested interpretations of what the consulate is saying to you. И очень важно тоже не оставаться с непроверенными толкованиями того, что сказал вам душепопекаемый. Because that's not fair to the consulate. Потому что это несправедливо по отношению к нему. So I will frequently say, let me give you an interpretation of what you just said. И я часто говорю, давай я сейчас как-то скажу такое толкование того, что ты мне только что сказал. And you can tell me if I'm getting it right. И ты мне скажешь, я правильно понимаю или нет. So I'm always testing my interpretation of the consulate. Я постоянно проверяю свое толкование вот этого душепопекания. And you have to remember, things could always be 180 degrees different than what you think. И надо помнить, то есть на самом деле реальность может в любой момент оказаться, отличаться на 180 градусов от того, что ты представляешь. Now we've gathered a lot of data. Так, мы собрали много информации. One of the things I've emphasized is asking the appropriate kind of questions begins to shape the thinking of your consulate about the problem. Одно, на что я сделал ударение, это что то, как мы задаем вопросы, уже заставляет душепопекаемого думать по-другому о своей ситуации. But I think of this as this chart is just a way of organizing the information in my mind, and I found it to be very helpful. Эта схема как раз это очень, просто для меня был очень полезный способ организовать эту информацию у меня в голове. Now, as a teaching device in English, I have all these things start with the letter P. И на английском языке все эти вещи, они начинаются с буквы П. I'm sure Russian won't translate that neatly. Конечно, там в русском вряд ли так получится. But we want to come up with the right word, so I'm going to ask for your help. We start out with, what is the consulate's problem? So if you could write problem here in the first block. Начинаем с того, то есть какая проблема у душепопекаемого. Oh, that works. Okay, now, down here, we're going to put some additional questions. Тут будет еще несколько вопросов. What is going on? What is the presentation problem? Что происходит, да? Что происходит
So what's the question? Yeah, what's going on? Yeah, why did they come for counseling? Ну, что это значит, ну, то есть зачем они пришли? The next Почему они пришли? The next block is what is his plans? What is it that here's what I'm after. What has the counseling done to solve this problem? What solutions does he come up with? You call it plans, do you? You call it plans, do you? I'm sorry? You call it plans, do you? I call it plans, but okay. Планы. All right. So that is what has he done or what is he doing about this problem? Планы — это как раз, ну, его планы, моменты, то есть что он предпринял для того, чтобы... So down here, what has he done? What's he doing? Что он предпринял, что он предпринимает для того, чтобы решить эту проблему? Что предпринял? Usually, if someone comes for counseling, they have already tried various attempts to solve this problem. Обычно, если человек пришел на душепопечение, он уже многое попробовал, чтобы решить проблему. Now, these things are the outer man things. So I have outer man written here. It's objective. То есть и эти вопросы, они вопросы, касающиеся внешнего человека. То есть пишу здесь внешний человек. That's going to be the easiest part for the counselee to answer questions about. И это как раз будет самое, это будет самая легкая часть, для душепопекаемого, чтобы он ответил на эти вопросы. Now, this next one, use the pen for me. In America, if you have an office and you have maybe a series of boxes and you have names on the box, and if someone wants to give something to you, your name is here, and they put it in your box, and there are different boxes. So we call those pigeonholes. То есть вот в Америке, кабинки, когда там, ящики для почты. But here's what I'm getting to. How does the counselor think about the problem? So that's down here. How does he think about it? This box here. I'm sorry? Is this box here? No, yeah, it's here. Yeah. How's he thinking about it? Как думает о проблеме? So, I'll give you, so I want to know, what is his view of this problem? Какой у него взгляд на проблему? So, for example, a husband, the couple comes because the husband has a volatile temper and he's always yelling at his wife and children. То есть пара пришла, потому что у мужа вспыльчивый характер, и он постоянно как-то взрывается, срывается на детей, на жену. So that's up here in this square. Это вот здесь. And I also want to ask him, with this, what has he done in the past to solve this problem? Excuse me, of yelling at his children. What has he done to solve the problem? Я хочу задать ему такой вопрос. Что он в прошлом уже сделал, чтобы решить эту проблему? Down here, I'm trying to get to how he thinks about it. И как раз здесь я пытаюсь понять, как он думает об этой проблеме. Maybe he thinks every man yells at his wife and kids. What's the big deal? То есть, может, он думает как-то, да каждый муж вообще орет на своих детей, на свою жену, в чем проблема-то? Or maybe he thinks, when I yell at my wife, it is such a horrible sin,
And I feel like, how could I even be a Christian if I yell at my wife like this? Или наоборот, он может думать как-то вот, то есть то, что я ору на свою жену, это такой ужасный грех, как я вообще могу быть, называться христианином, если я ору на жену. Or you could think about the guy who's looking at pornography. Или про человека, который смотрит порнографию, His wife caught him. а жена поймала его. Well, what have you been doing about it? Что ты делала с этой ситуацией? Well, I've been trying to stop. Что ты делал? Я пытался остановиться. But as you dig deeper, how does he think about it? Копаешь глубже и спрашиваешь, как ты об этом думаешь? Maybe he thinks, well, every man looks at pornography. What's the big deal? А может он думает, да, любой мужик смотрит порнографию, какое большое, почему это такое большое дело? I haven't been with anybody. Да я ни с кем не был, я ни с кем не спал. It's not like I'm committing adultery. Да, я же не прелюбодействую. I mean, it's a picture on the computer. Да, это просто картина на компьютере. It doesn't affect my relationship with my wife. Это вообще не влияет на мои отношения с женой. You see what I mean? The ways that he's thinking about this problem are very significant and very important. То есть то, как он думает об этой проблеме, это очень значительно, очень важно. And then the last one is what are his what are his passions? Какие у него страсти? I'm asking, what does he want? Что он хочет? What does he feel he must have? Что то есть что, по его мнению, ему обязательно надо иметь, что он должен получить обязательно. Now, obviously, this stuff is the inner man stuff. И это все касается внутреннего человека. Внутренний. And as I'm counseling this counselee, I'm trying to get to all those issues. И во время попечения я пытаюсь докопаться до всех этих моментов. For example, the guy who is angry and yells at his family. Например, вот мужчина, который гневается и орет на семью. In this category of how he thinks about it, В этой категории, как он думает об этом, he may think, well, at least I'm not a hypocrite. Он может думать, я хотя бы не лицемер. I don't pretend to be better than I really am. Я не притворяюсь лучше, чем я есть на самом деле. Or he might think, people like me who blow up don't get heart attacks. То есть, или может он думать, что, знаешь, как люди как я, которые, так взрываются, у нас сердечных приступов хотя бы не бывает. Even Jesus got mad one time and broke up a bunch of furniture. Даже Иисус гневался один раз и там ломал мебель. So I think there are all those ways that they think that you want to address. Есть разные мышления, и вот к этому надо добраться. In this last one, I'm trying to get to the counselor's motives and goals. И в этом последнем я пытаюсь добраться до мотивации, до цели, то, что подгоняем. What are the gods in this person's life? Какие боги в жизни этого человека? The Bible uses terms like you either serve God or money. Библия использует такие формулировки, как ты либо служишь Богу, либо мамоне. James talks about being humble or committing spiritual adultery. Яков говорит о том, что либо ты смирен, либо ты духовно прелюбодействуешь. Living for Romans 1 talks about living for created things rather than for the Creator. Первая глава Римлян говорит о том, чтобы жить ради твари вместо Творца. So as I'm counseling, I've got this in my mind all the time, and I may not be filling it out on this paper, but I have those broad categories in my mind. What's the problem?
what are their plans, how have they tried to solve it? What are the pigeonholes of thought, how have they thought about it? And then what are the passions and desires, what are the longings of their heart? То есть когда я вовлекаю все это у меня в голове, потому что даже если я не записываю все это в такой схеме, все равно эти вопросы есть. То есть какая проблема, что он предпринял, какие планы у человека разобраться в ситуации, как он сам думает о проблеме, и какие у него страсти, какие желания, какие у него стремления в этой ситуации. Now, since I'm at a stopping place and I want to start a new topic, we'll take our break now until 11, and we'll start again at 11. Вот мы сейчас как раз сейчас перерыв и как раз новый предмет.